Вообще, надо сказать, что я погодой никогда особенно не увлекался. Никакого бабьего лета, никаких крещенских морозов не бывает. Сегодня проснулся, и на улице отличная погода. И можно сидеть на балконе в футболке, работать не хочется совсем. Мы много думали, в какую сторону развивать сервис Яндекс.Погода, и поняли, что на самом деле главное, что нужно людям от этого сервиса, это точный прогноз. Попробовали все накопленные данные засунуть в Matrix.net, и оказалось, что результирующий прогноз точнее, чем прогноз любого из поставщиков. И все равно, несмотря на это, мы не можем сделать абсолютно точный прогноз погоды из-за эффекта бабочки. Качественным скачком в истории Яндекс.Погоды стал Ноукаст. Наша карта осадков, возможность прогнозировать дождь с точностью до минут на 2 часа вперед. Это прям дико круто. Это похоже на магию. На самом деле от погоды зависит просто огромное количество человеческой деятельности. Сколько мы соберем урожая этой осенью, какое состояние дорог в Московской области. Нам казалась не самая полезная карта ветров, и когда мы решили от нее отказаться, нам написал человек, который оказался заядлым рыбаком. Он написал: от всех рыбаков Приморья прошу вас вернуть карту Приморья, поскольку по ней мы ориентируемся на то, каким будет улов и стоит ли вообще выходить сегодня в море. А после этого мы поняли, что погода при всем ее масштабе — сервис, с которым надо очень аккуратно обращаться. Обычный прогноз погоды — это само по себе очень сложная математическая штука. Все эти атмосферные модели основаны на уравнении Навье-Стокса. Наверное, все знание человечества о том, как процессы в атмосфере устроены, все в этих моделях собрано. Раунд. Все не любят метеорологов, а некоторые люди особенно. У нас есть пользователь, который за время существования сервиса написал нам 3000 сообщений, в каждом из которых сообщая о наших ошибках. И это наш любимый пользователь. Позавчера ночью он написал очередное письмо, там в 1,5 градуса с его китайским градусником была разница на погоде. Он в очередной раз разразился по этому поводу тирадой. Ну, врачом я себя чувствую, в общем. А везде, где появляется врач, у него есть пациент. Его спрашивают, почему у меня болит, требуют поставить диагноз. Меня все абсолютно спрашивают о погоде. Если бы не было погоды, нам не о чем было бы говорить. У меня все.